На примере вот этой подушки покажу, как собрать блок полуизба. Блок будем собирать самым быстрым способом. Возьмем 6 отрезков разной основной ткани. Возьмем подушку 50 на 50, подкладочную ткань и синтепон. Нарежем основную ткань полосами шириной 7 сантиметров. Возьмем первую полоску и вторую. Из них будет начинаться изба. Соединим. Разутюжим шов. Разметим полоски по 7 сантиметров шириной и нарежем. Получились вот такие первые элементы блока. Теперь соединим их с полоской из ткани третьего вида. Ничего отдельно отмерять не надо, не тратим на это время. Нарежем по местам соединения деталей. Разутюжим швы. Получился вот такой элемент избы. Так как у нас полуизба, то мы не идем по кругу, а идем заново сбоку и соединяем с четвертой полоской. Нарезаем. Разутюжим швы. Соединим с пятой полоской ткани. Разрежем и разутюжим. Так можно продолжать сколько хотите, но мне для подушки уже достаточно, и я буду соединять с промежуточным цветовым элементом, с обрамляющей шестой полоской. Разутюжим. Соединим между собой. Разутюжим. Соединим с полоской и между собой. Данный блок я разместил на общем рисунке так, чтобы была картина движения и иллюзии симметрии. Вы же можете организовать блоки, как вам нравится. Всегда разутюживаем швы. Сделаем обрамление. Когда основная ткань закончена, наложим ее на синтепон. Возьмем шагающую лапку и выполним стежку по рисунку.
Готово. Соберем наволочку. Возьмем молнию и соединим ее с основной и подкладочной деталью. Подкладочная ткань будет изнутри прикрывать стежку на подушке. Можно выполнять и без нее. Соединим детали между собой, оставим место для выворачивания. Закроем шов вручную и наволочка готова. Вставим подушку, и вот наша красота закончена. Спасибо. Пока-пока.